Здравствуй, зритель! Сегодня будем играть в карты. И не просто карты, а будем проходить игру Cards. Начнем наконец-таки прохождение кампании. Будем играть кампанию СССР. Мне она будет близка из-за того, что, ну, я постоянно как бы играю в битвах колоды СССР. Но играю уже давно и никак не доходил до прохождения, поэтому смотрим, будем проходить вместе, вот, без всяких постанов, все будет интересно. Что-то даже типа обзора попробую сделать на вот эту вот вкладочку с названием компании. Открываем. Что мы видим? Мы видим компания немецкая El Alamein, компания советская Битва за Москву, японское падение Филиппин, Гвадалканал американская компания и тунисская компания, британская точнее компания, ну она же тунисская, да. Театр войны, все это дело называется. Играем советскую компанию, начинаем. Будем биться за Москву знакомыми картами. Я не знаю, насколько там можно будет выбирать или нет союзника. Я в битвах всегда играл в союзе с немцами. И если нельзя будет, то мне их карт будет очень не хватать. Потому что у них действительно есть зачетные. Что видим? Театр войны. Схема развития рубежей М-30. Пулемет, по-моему, Максимка. Битва за Москву. Советская компания. Лучший заход. Собрав 15 звезд за один раз, вы получите эмоцию. Лютый холод, лютые враги. Классная, кстати, эмоция. У меня ее нет. Будем надеяться, что получим. Стратегии. Как я понимаю, есть 3 стратегии. Переброска войск из Сибири, Родина-Мать и резервная армия. По кампании. Немцы уже на подступах к Москве. Но вряд ли, да, у нас будет в союзе с немцами, так как, скорее всего, биться-то будем с ними, а не в союзе, как в битвах это было в онлайне. Немцы уже на подступах к Москве, и ваша задача остановить их. Наши солдаты неопытны и вряд ли смогут противостоять вермахту на равных. Но выбора у нас нет. Москву надо удержать любой ценой. Без правительства, без столицы и без основного железнодорожного узла мы обречены на поражение. К счастью, зима уже близко, поэтому наша задача задержать наступление вермахта до первых морозов. Тогда у нас наконец появится возможность переломить ход сражения и прогнать врага. Так, что я вижу? Первая компания — это Брянск. Все они по названиям городов-героев. Поехали в Брянск. Предлагается купить компании. Одиночное, полное расширение. Мы играем пока за Москву, за державу СССР, колодой СССР, бойцами СССР. Смотрим, что здесь нужно. Либо 269 рублей, либо 100 монет. К счастью, все то время, которое я играл, а играю я уже второй, наверное, год, играю только в битвах, я не тратил вот эти монеты. Но, может, и тратил на какие-то колоды, но то было нужное вложение. Без определенных карт у меня бы не получилось ничего. Битва за Москву. Состав дополнения. Доступ к компании Битва за Москву. 8 уникальных карт СССР. Всего 21 карта. Штаб с зимней обстановкой. Рубашка Театр войны для карт Советского Союза. Покупаем.
Берем награду. Герои Советского Союза. Есть у меня уже такая карта, но это получается золотая. Только цветом от обычных они не отличаются. Просто считаются, что это карты редкие. Пригодится. Так, и что? И что? А играть? Играть. Выберите стратегию. Нам предлагается выбрать стратегию, которая будет использоваться на протяжении всей кампании. Выбор повлияет на ваши силы. Вы можете выбрать другую стратегию, когда будете перепроходить кампанию. О, только у меня мысль посетила, что на самом деле можно будет одну и ту же кампанию проходить, по сути, трижды и по-разному. Схема развития рубежей все та же, какие-то наушники. Вот если эти наушники, вилка, как будто в розетку, если в розетку воткнуть, шворкнет знатно. Так, я надеюсь, что мы можем про каждую стратегию что-то почитать. Если нет, то да, можем. Переброска войск из Сибири. Это, кстати, картиночка взята с карты тракторные заводы, если мне не изменяет память. Она добавляет 2 Т-34 на линию поддержки, 5 атаки, 5 защиты. Некоторые из лучших ваших отрядов сейчас охраняют дальневосточные рубежи от возможного наступления японцев. Ну тут мы попутно, да, с японцами еще заруба происходит. Однако в такой нелегкий час опытные солдаты на вес золота, и чем скорее они вступят в бой с немцами, тем лучше. Нужно уделить переброске время и силы. Родина-мать. Тоже это с карты картиночка взята. Это охранник. Атака 3, защита 1. Или наоборот. Да, атака 1, защита 3. Ну как-то так. Увидим дальше в игре. Враг нацелен на победу, и чтобы его сломить, понадобится прибегнуть к любым возможным мерам. Время у нас пока есть, поэтому надо объявить набор добровольцев. Москвичей можно отправить копать траншеи и противотанковые рвы вокруг столицы, чтобы замедлить продвижение противника. С миру по нитке. Я так понимаю, это будет колода с такими... с дешевыми в отношении кредитов отрядами, их будет много. Но это только догадки, пока не знаю. Будем вместе узнавать. Резервная армия. Нашим войскам пока что не благоволила удача, и наши потери высоки. Однако мужчины и женщины по всей стране готовы встать на защиту Родины по первому призыву. Им не хватает выучки и снаряжения, но боевого духа им не занимать. Нужно поскорее отправить на фронт как можно больше солдат. Победы можно добиться численным перевесом и стойкостью духа. Ну что ж, выбираем первую. Однозначно попытаемся пройти кампанию, советскую кампанию с каждой из этих стратегий. Подтверждаем свой выбор. Битва под Вязьмой и Брянском. 30 сентября, 10 октября 41. То есть, в принципе, длилось не особо долго. 10 дней. 4-я танковая группа прорвалась через центр нашей обороны и разделилась. Северная группировка идет к Вязьме, а южная к Брянску. Немцы собираются взять в окружение 4 советские армии. Войска под вашим командованием тоже рискуют попасть в кольцо. Но вы находитесь в тылу и еще сможете пробить себе путь. Ваша задача — спасти основную часть сил до того, как немцы вас разобьют. Если мы сможем уйти с минимальными потерями, то в предстоящем бою наши войска окажутся очень полезны в обороне. И тут же задание «Начните ход». Тут, я не знаю, выбирается? Нет, наверное. Задание «Начните ход, применив отступление на 6 или более своих
отрядов. То есть первым делом нужно использовать отступление на 6 или более. Не совсем я пока все это понимаю, но думаю, по ходу там прохождения разберусь. Звезды. Удерживайте линию фронта на протяжении 4 ходов или больше. Завершите бой с показателем защиты штаба 7 единиц или больше. Но это, я так понимаю, дополнительные какие-то задания. Выживайте на протяжении более 10 ходов. Особое. На первом ходу враг получает
И как же быть? У нас нет ни одного охранника. А, вот у нас Блицовый зато есть. Памс, памс. До свидания. Это пехота. В принципе, этот доживет до следующего года, но... Ай! А я думал это вылечить. Да что ж такое? Все пошло не по плану. Хе-хе. Придется перезаписывать, наверное. А может и нет. Посмотрим. Еще и авиация. Брянск почти пал под ударами врага. Не повторите его судьбу. Да попробуем. Но как-то не совсем понятно. Вот здесь еще истребок нарисовался-то. Вот ставлю, да? Сюда. А, нет, ставится. Просто разносить их, видимо, надо. Таданс. Добавим штану. Штаб под охраной. А если так? Охранник сейчас ляжет. О, да, они все лягут. Вот вам и компания. Не так все просто, оказывается. Как выглядело изначально. Что можно придумать? Ну, по-любому мы затащим вот этому товарищу под охраной. Отступать пока не стоит. Враг вот-вот сокрушит нас, уводите войска. Или все-таки уступать, вот не совсем понятно. Что в приоритете, отступление или же тут вот еще-то есть, удерживать линию фронта. Ну, понятно. Миссия провалена. Не совсем удачное начало, скажем так. Миссия провалена. Я думаю, надеюсь, мы сможем повторить уже кое-что становится более понятным. Сложно прям вот так вот сразу, не понимая, потому что отличия от режима битвы, они есть однозначно. Тут какие-то неравные условия, не совсем понятные приоритеты. Но попробуем чуть по-другому. Попробуем чуть по-другому. Вот эти всех товарищей, пожалуй, мы оставим. Да там я еще и натупил, к тому же, когда сам своего чпалкнул. Попробуем, не меняя. Хотя надо было попробовать что-то поменять в этих картах. Как это вообще происходит, как это делается, посмотреть. Замечательная карта. Сразу. -1. Но и в штаб получаем. Потому что у нее такое свойство. И вот эта пушка. От нее все так же нужно избавляться. Она еще и с засадой. Вдвойне весело.
Пробуем держать фронт и идти по сюжету. Вот по этим сообщениям из штаба дождемся сообщения, что нужно сваливать. И тогда уже будем отступать. Стекаются оставшиеся бойцы. Тут нам подмога нарисовалась. Но однозначно это надо делать как-то, наверное. Это бесполезно. У этого эффекта уничтожения он картой на руках нам добавит что-нибудь. Три кредита. Раз. Два. А как это он так классно его убил? У него ж один. Минус один. А этот берет и убивает. Хотя у него атака единичка. Ну, не знаю, не знаю. Ладно, в любом случае мы пока держим линию фронта. И у нас все не так уж и плохо. Ну, пока. Сообщение из штаба. Тщательно запланируйте отступление. Не тяните до последнего. То есть нас призывают потихонечку отступать. И очевидно, что здесь нет цели лупить в штаб. Здесь удерживать линию фронта 4 ходов или больше. Это как раз таки 4-й. Кого туда поставить, чтобы ее удержать? Этот не блиц. Вот этот блиц. Давай попробуем доп. Задание попутно выполнить. Не может. Этого не хочу я терять. Как-то так. На нас наступают новые немецкие отряды, наши позиции в опасности. Ну, наверное, вот после 4 ходов ваши войска попадут в котел. Нужно их потихоньку отводить. Где эти отводящие карты? Вот она, отступление. Кем мы отступаем? Наверное, вот этими слабенькими пока. И нам, по-моему, не засчиталось на протяжении 4 ходов или больше удерживать. Что-то все-таки мы сделали не так. Этот заблокирован. Одно отступление у нас получилось. Этого мы сбриваем. Опять на линии фронта. Да и ставим охранничка-то. Или подожди, он еще дать может, да? Он еще может сделать. Да, давай дадим ему. Так вот. Назло кашель начал разбирать. Что придумаем? У нас карта отступления, насколько я вижу. Нет на руках. Тогда будем наступать. Чё? Или все-таки держать оборону? Да что ж такое? Давай попробуем как-то так разыграться.
Завершите бой с показателем защиты штаба 7. Выживайте на протяжении 10 ходов. Силы у противника тем временем растут. Вот она, наша карта отступления. Поставить какую-нибудь маленькую. Но этого чпахнем, да. И на защиту все-таки штаба поставим вот этого грозного КВ-1 39-го года рождения. Враг на марше. Скоро мы попадем в западню. А если я за один ход двумя отступлю, интересно. Ну, то есть, по сути, это на данный момент это разведка вообще режима этого игрового компании. Так. Вот не так я опять сделал. Нужно знать выбранный. Так. Начните ход, применив отступление на 6 или более своих отрядов. То есть ход я начал не с того, я поставил охранника. Ну, будем проверять, сработает это или нет. Допустим, отступили, засчитала. Вроде как засчитала. Тогда вообще непонятно. 2. Вот этот пятака дает. Все сложно, да? Тогда делаем как? Добавляем 8 в штаб. Вот этим отступаем. 3 уже. И все. Ход закончился. Ну вот этот нормальный чувачок. Так, Блиц. Здесь двойной урон танком. Отлично, отлично, отлично. Выставляем. У нас 10 кредитов. В принципе. Жаль, что у нас нет еще этой карты, которая всю защиту добавляет штаб. Сейчас бы еще плюс 8 сделали. Ага. Вот это точно. 4-3 не идет. Здесь была 4-я тоже. Так, а вот если мы вот так дадим, а нужно ли, то нам карта добавится, но она нам ни к чему абсолютно. Тогда вот так. Но вводить смысла нет, хотя 4.
Можно, в принципе, и попробовать-то. Но тогда воевать нечем будет. Враг вот-вот сокрушит нас. Вводите свои войска. Либо вот только сейчас нужно было вводить. Даже не понимаю, как это устроено, как это работает. Да, у него все тут блицовые. Тут исход боя, по-моему, очевиден. Так, а нам нужно 3 ввести, да? А если мы раз, два, это 8, и все 3 вводим. И миссия, в принципе, на этом сработает. Вот интересно, вот такая вот история, а? А еще плюс 15 у нас у штаба. Будет весело. Ну, все 6 есть. Или это как-то не так работает? Не понимаю. Миссия-то пройдена или нет? Ну, собственно, для этого я и зашел в режим кампании. Чтобы понять, как тут все устроено. Или их всех надо вывести. Победа! Миссия выполнена. Так, из вот данных 2 боев, значит, что понятно? Понятно то, что нужно прислушиваться к тем сообщениям, которые присылает штаб. Все-таки выполнять первостепенное задание, которое висит в закрепленных на поле боя. Что еще? Какие еще выводы? Ну, естественно, стараться что-то сделать, какое-то доп. Задание, какие-то плюшки, наверное, все-таки за это будут. Что еще? А, забыть про режим битва, где нужно расколупать штаб противнику. Вот. Со второй попытки все-таки получилось пройти Брянск. Ну, можно было бы с первой, да. Там я сам ошибки делал и не совсем въехал вообще в происходящее. Как-то так получилось на сегодня. Это первая кампания вообще во всей истории моей игр Cards. Поэтому будем считать, состоялось. На будущее я кое-что понял. И буду постепенно записывать ролики с другими победами. Буду стараться это делать с первой попытки, выполняя там еще доп. Задания. И как-то так. Всем спасибо, кто смотрел. Не забываем, если понравилось, ставим пальчик вверх. Так. Не понравилось, пальчик вниз. Подписываемся на канал, новые видео будут. Постараюсь снять полное прохождение кампании всех держав в игре Cards. Пока-пока.